Сегодня у меня в гостях философ Александр Дугин. Его называют мозгом Кремля, идеологом русского мира. Его идеи сегодня захватывают все больше умов в Европе, США, да и во всем мире. О нем самом написано немало книг. Трудно найти фигуру более противоречивую и яркую. Одни называют его гением, другие – чистым злом. Сегодня у нас откровенный разговор. За что вы ненавидите украинцев? Украинцы нас ненавидят, а мы их нет. Запад был хитрее. Мы 3 года воюем с нашим собственным народом. Я сам украинец. Украины не будет. Моргенштерн для популяризации русского языка в Украине сделал больше, чем Дудин. Это просто, мне кажется, унизительно. Вы не считаете президента России слишком мягким? Но мы еще не победили. Мы победили, когда мы решим вопрос с Украиной. Я бы протянул руку украинцам. Давайте вместе создавать великую империю. Вы готовы простить? Александр Гелич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. В целях безопасности мы не говорим, где мы находимся. Первый вопрос. За что вы ненавидите украинцев? Ну, во-первых, честно говоря, есть за что. Украинцы стали террористическим государством, которое убили мою дочь. И у меня есть основания их ненавидеть. Но при этом я хочу сказать, что я их не ненавижу. Потому что ненавидеть украинцев – это в нашем случае, это ненавидеть самих себя, это ненавидеть часть нашего народа, часть своей истории, часть своей культуры. Поэтому, вот, несмотря на то, что есть за что, на мой взгляд, и зла украинцы причинили нам и самим себе немерено, я их ненавидеть не могу. Потому что все равно, вот смотрите, мы совершенно несимметричны с Украиной. Это не два государства национальных, которые между собой сражаются. Это большое, целое и часть. И когда часть восстает на целое, рука, например, там, на все остальное тело, и не хочет слушать ни ум, ни другую руку, не считаться с другими органами, все равно это твоя рука. Ты можешь говорить, ну что же это такое, что ты меня не слушаешь, почему ты выкидываешь какие-то жесты безобразные, что с тобой не так? И тем не менее, это твоя рука. Ты не можешь сказать, проклятая рука, я тебя отрублю. Ты совсем не слушаешь головной мозг. Но это хочется иногда сделать, то ты понимаешь, что ты сделаешь калекой, и она умрет, и ты без этой части, без этой организации, ты не будешь самим собой. Поэтому мы, русские, мы на самом деле не стоим на той же как бы уровне с украинцами. Украинцы нас ненавидят, а мы их нет. Понимаете? Потому что это наша часть, а мы часть их в каком-то смысле. Мы единый организм. Ну разве можно говорить, кому что здесь принадлежит? И несмотря на тот страшный на войну между нами, на тот разрыв, на конфликт, на то безумие, которое охватило часть нашего народа, все равно русский человек, даже самый-самый патриотичный, на самом деле он не может, по большому счету, пережить как должное, как правильное, когда даже мы побеждаем украинцев. Да, это победа, но это победа в том числе над нами самими. Это победа не над другим, это победа над собой, над своей частью, которая просто оказалась в состоянии тяжелейшей одержимости. Вы знаете, когда вот смотришь на человека, например, в психиатрической клинике или юродивого на отчитке, или там одержимого, но он ругается, кричит, орет, он тебя угрожает, он хочет тебя убить, он проклинает Бога, все человеческое, готов ворваться на алтарь или там задушить санитара. Но мы в какой-то момент мы действительно начинаем раздражаться, почему это не остановят, почему это происходит в храме или там в больнице, почему мне не принесут уколы. И тем не менее люди, если у нас есть душа, мы понимаем, как трудно сейчас этому человеку, как он страдает, как та сила, тот легион, который в него вошел, как они его мучат. Вот вы сказали, нельзя сердиться на руку. А что вы скажете сейчас тем украинцам, которые нас смотрят, которые не хотят быть рукой, они хотят быть отдельными? Вы знаете, вот чтобы быть отдельным, чтобы сохранить, построить свое государство, чтобы удержать это государство, чтобы защитить его суверенитет и территориальную целостность, для этого необходимо проявить невероятный исторический такт державостроительства. Так вот, для того, чтобы это государство построить, которое хочет быть свободным, независимым, надо иметь еще и искусство. И не случайно у украинцев исторически государства никогда не было. Просто как такового. Просто, видимо, но это, возможно, не судьба украинцев. Воля, да, дикое поле, гуляй поле, все это
зеленые, там, не за тех, не за тех. Это очень украинское, ну, мягко скажем, там, такой свободолюбивый анархизм. Вот это и есть. Но на этом государство не построишь. Особенно не построишь, если взять одну часть вот своего собственного народа, объявить Но смысл в врагами. том, что в Украине считают, что не построишь, потому что Россия веками мешает, не дает. Ну, как он мешает, когда на самом деле раньше мы были одним государством. Мы вообще, кстати, в чем дискурс, нарратив Украины правильно, что и Киев – это наша столица, это колыбель русской государственности. Мы все Киевская Русь, просто мы восточная часть, восточные княжества, которые постепенно в битве за Киев, кстати, с волынскими и гальскими князьями в какой-то момент мы одержали верх исторически, перенесли великокняжеский престол на восток, Владимир, потом в Москву. Но мы часть этой киевской государственности. А те, кто живет сейчас на территории Украины, по крайней мере западной, на правобережье, это те славяне, те русские, те же самые русские, что и мы, которые там остались. Казаки, которые поднялись на шляхту, они выбирали между нами, между польским королем, между Османской империей. Ну и в определенный момент вот Хмельницкий выбрал нас. Это вот мы иногда ради таких вот политических, что ли, дискурсов привлечем это, значит, что выбрали нас, там, это гуляй поле. Сегодня нас, завтра не нас. Сегодня Мазепа – это тактическое понимание, но это не государство, это народ. Это народ, специфически сформировавшийся на фронтире нашей империи между общей империей нашей, не Великоросской империей, Русской империей, на фронтире с Западной Европой. И, конечно, идентичность этого фронтира. Украина – это и есть фронтир. Просто вот Украина, название Украины – это то, что край одного и другого. Но край – это всегда, где что-то кончается, что-то начинается. Поэтому если для нас Украина – это окраина русского мира, то, например, для Европы это окраина самой Европы. И как раз вопрос. То есть две Украины. Вопрос, который я очень часто себе задаю. Вот вы сказали окраина. Смотрите, в то время как Запад предлагал украинцам быть отдельными, быть великими, быть идентичными, что предлагала Россия? Простите, что значит Да. великими? Ну как Я небольшое говорю- государство в Хотим, чтоб глобальной я говорю системе только может быть великим? О пропаганде. Я сейчас говорю не о тех смыслах, которые, может быть, знаете, предлагались реально, а о том, как это веками, годами, по чуть-чуть. Мне пришлось написать книгу, честно говоря, чтобы это объяснить. Так вот, пока Запад говорил, вы можете противостоять Москве, вы другие, вы не такие, у вас другой генетический код, вы свободные, вы украинцы, вы отдельные. Россия предлагала быть окраиной и младшим братом. Как вы думаете, не удивительно ли, что Украина в итоге предпочла Запад? Ну, во-первых, смотрите, дело в том, что с нашей точки зрения Украина – это окраина, и с точки зрения Запада – это тоже окраина. Только окраина чего? Запад был хитрее, я это имею в виду. Ну, а мы же не врем. Мы будем братьям своим врать? Мы братьям говорим, мы один народ, мы русский мир. У вас отдельная культурная идентичность, безусловно, веками сложилась. У вас другой исторический опыт. У вас другие эстетико-культурные коды уже сформировались. Потому что жили-то вы в других обстоятельствах. Как и белорусы, кстати. Вы действительно стали самостоятельно. Ну, не все, конечно, Новороссия. Это просто вообще единая часть Великороссии. Новороссия – это просто Великороссия. Это территория, отвоеванная Великоросской империей у турок. И все, у Османской империи. Это просто потом, поскольку мы же пытались все больше и больше свой русский мир освободить, конечно, там с Западной Украины туда стали поселяться какие-то люди. Это прекрасно, потому что мы считали, что своими заселяем. Это же свои. Для нас, украинцы, это были, есть и будут свои. И со своими, конечно, своим не лгут, своим не говорят, что вы будете великие сами по себе, или если вы будете с нами, вы будете велики. Мы говорим правду. Мы будем с вами вместе великими. При этом ведь какая трагедия была, когда все это началось. Запад воспользовался тем, что наша империя, наш вот, русский мир попал в тяжелейшую ситуацию после распада Советского Союза. Мы и не коммунисты, и не социалисты, и толком не либералы, и идем на Запад, сами хотим в НАТО. И попытка сказать о русском мире в 90-е годы просто грозила статьей здесь, в Российской Федерации. Но вы говорили? Ну, говорил, и вот, как бы сказать, и очень много десятилетий я как бы за то, что я считаю за мои идеи, за мою правду, за мою последовательность, я только страдаю и дальше, и дальше. Но, тем не менее, большинством это было запрещено.
Мы совершенно не использовали те аргументы, с которыми нам надо было говорить с украинцами. Более того, мы создали у себя в России в 90-е годы омерзительный, прозападный, продажный, предательский олигархический строй. Передали власть самому отребью, которое могло быть. И как мы могли в такой ситуации, когда в Украине происходило то же самое, и украинцы хотели на Запад, и мы стремились в НАТО и на Запад. И, конечно, когда украинцы говорили, а что вы от нас требуете? Зачем мы будем через вас идти на Запад? Мы ближе к нему. Мы сами обеспечили, мы сами своими руками создали абсолютно ложную, противоестественную, отвратительную и исторически безответственную модель взаимоотношений с украинцами, которым вместо того, чтобы привлекать, утверждать, что мы одни, мы сейчас станем великой империей, сейчас мы отойдем от этого состояния гроги после предательства наших элит. Мы забудем, что нам USAID, недавно разгромленный в США, участвовал в составлении нашей Конституции и вашей Конституции. Мы сейчас это должны преодолеть и стать единым, по-настоящему великим восточнославянским государством. Александр Гелевич, вот вы говорите, мы едины, но что украинцы очень часто слышали до войны, с, например, экранов российского телевидения, там очень нелицеприятные в адрес украинцев высказывания, очень агрессивные, я не хочу сейчас цитировать. Я вас могу процитировать там из разряда «Украина – это диагноз, это психическое заболевание». Мы сейчас как одержимы в палате, кусающие батарею и марлю. Но вы сегодня об этом сказали. Или вот украинство – это грех, Украина – это территория, украинцы – это те, кто живет на территории Украины, и многие из них заражены грехом. Ну как же, получается, вы говорите, мы едины? Вот. Ну, это ничего не противоречит тому, что я говорю. Дело в том, что украинство – это политическая идеология, ложным образом утверждающая, что существует некая политическая нация, единая, сплоченная, прозападная, сочетающая в себе национал-социалистическую идеологию с либеральными принципами, и что эта нация, это единство должно обязательно нападать на Россию. Вот когда Украина постепенно превратилась вот в такую инстанцию, то все эти, на мой взгляд, все эти слова справедливы. Я готов сейчас повторить. Другое дело, я хочу сказать, что как оказалось так, вы правильно говорите, Запад лгал украинцам, говорил, что вы будете великим, а это невозможно. Они были хитрее. Они льстили, правильно, они играли на чувство собственного достоинства. Да, они создали искусственное представление. А надо было России так тоже? Лгать не надо. Нет, надо просто было самим себе. Мы же себе лгали. Это колоссальная трагедия, ответственность за этот конфликт. Мы, великороссы, потому что русские и те, и мы, и вы, мы все русские. Но мы, великороссы, тоже в значительной степени несем на себе. Это нельзя сказать, что вот какие-то плохие ребята на Украине решили восстать против русских. А мы где были? А мы где были с нашими идеями русского мира? Разве мы их продвигали? Разве мы объясняли на Украине? Мы газовый вентиль открутим, прикрутим с олигархами вместе, как российские и украинские, кстати, там славянского не так много элементов вместе, они где-то на Куршевеле поговорят, свои проекты обсудят, и все. И мы считали, что мы контролируем ситуацию, но мы все упустили. И в этом отношении вина распределяется в значительной мере не только на Запад, который соблазнял украинцев, но и на нас, которые не спасли украинцев, сами себя поставили в идиотское положение историческое. И сейчас мы 3 года воюем с нашим собственным народом, истекаем кровью, кровь с обоих сторон льется реками, и в данном случае мы не можем сказать, конечно, сейчас идет война, но точно надо на историческом уровне признавать нашу долю ответственности за эту трагедию. Мы не представили украинцам. Кстати, многие украинцы, и даже такие консервативные сторонники традиционных ценностей, они приезжали в Россию в 2000-х и в 90-х. Я говорю, ну что вы-то нам предлагаете? И когда они со мной разговаривали, они говорят, ну вот это может быть хотя бы тема для обсуждения. То есть мы вместе воссоздадим наши традиционные ценности, построим Евразийскую империю, покажем всем остальным цивилизациям, какие мы прекрасные и великие. Но обратите на нас внимание, смотрите, мы все-таки отдельные. И я говорю, вот это вписывается полностью. То, как я вижу наше будущее и нашу судьбу. Да. А вы Арестович сейчас имеете в виду, нет? Который тоже там приезжал? Приезжали, знаете, я, честно говоря, сейчас война, не буду говорить, множество людей. Да не только эти, и еще. У меня с украинским были, в общем-то, довольно тесные отношения в 90-е и в 2000-е именно с консерваторами, сторонниками традиционных ценностей. Не просто вот с каким-то обычными политиками. А вы сейчас были готовы наладить с этими людьми диалог? Ну, сейчас мы воюем, понимаете? Сейчас диалог у нас сводится, как сказать, вот как
ситуация повернется? Со мной вы Пока говорите? нет. Да. Это уже? Ну, да, говорю. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что и да. Но для этого на самом деле нужны определенные, конечно, условия. То есть вот я совершенно не готов как бы участвовать в пропаганде. То есть ни со стороны сближения, ни со стороны продолжения боевых действий. Есть масса людей, которые занимаются этим на самом деле. Но я хочу сказать, что я не вижу, что сейчас с украинской стороны есть та возможность слушать нас. Может быть, я ошибаюсь, кстати, я бы был очень рад ошибиться. Возможность нас с вами слушать, просто слушать и не сразу же не кричать, там, не разбрасываться ярлыками. Вы знаете, я до сих пор, вот ежедневно в разных социальных сетях получаю такие посты, как мы счастливы, что ваша дочь погибла, как мы хотим вас убить, как вам мало времени осталось. Что... И это каждый день. Вот ярость и ненависть, которую испытывают украинцы к нам, она не имеет ничего общего с нашей, в общем-то, тоже довольно суровым сейчас отношением. Если мы бы смогли преодолеть это, я был бы счастлив. Вот вы правильно ставите вопрос. Я вот даже задумался сейчас, могу ли я поговорить вот после всего произошедшего. Ну, придется же нам разговаривать. Нам же жить в одном государстве, в одной державе. Мы все равно одни. Мы один народ, мы русский мир. Придется, рано или поздно придется. И, конечно, когда я вижу, что какие у нас были шансы наладить настоящий контакт и в 90-е, и в 2000-е, и после 2014 года. И мы раз за разом. Тут я даже не знаю, кто меня больше возмущает, на самом-то деле, Киев или некоторые представители нашей российской элиты, которые так небрежно относятся к великому искусству державостроительства, имперостроительства, которые так поверхностно относятся к той невероятно ответственной миссии, которая на них возложена в нашей истории. Украина, мы обязаны были вообще думать об Украине вот, после нашего распада уж точно, а еще лучше до нашего распада. Ну, вы писали об этом еще в основах геополитики еще в 1999 году. Александр Ильич, ну вот как получилось? Я же очень хорошо знаю, как украинцы относились к России на протяжении, как менялись эти настроения на протяжении всех лет. Вы сказали сейчас о том, что украинцы в массе русских ненавидят, и я не могу с вами поспорить, но хочу сказать, что, например, еще в 2008 году, не так давно, более 90% украинцев хорошо или очень хорошо относились к России по результатам социологии. Но вот как получилось. На многочисленных шоу, которые я вела на протяжении своей работы на телевидении украинском, я тысячи раз слышала от националистов: мы должны вступить в НАТО, мы должны быть сильнее, потому что Россия все равно нападет. И люди в Харькове, в Киеве, в других городах не верили им. Националисты до 24 февраля были маргиналами в Украине. Я ответственно об этом говорю. Ответственно. Но, получается, после 22 года они оказались правы? Ну, как, понимаете, если вот как бы сказать, стоит такой здоровый мужик, представьте себе, да, подходит маленький мальчик и говорит: сейчас этот дядя меня ударит. Дядя не ударяет. Тогда он берет камень, бросает дяде в лицо. Дядя говорит: ну, прекрати там хулигань. Потом он берет стекло. И не дотягиваясь, там, может быть, до его более каких-то, до его тела, он начинает резать ему там ноги, вбивать в гвозди. Да что, дотянется, то и делает. А потом говорит: сейчас все-таки дядя меня ударит. Это называется self-fulfilled prophecy. То есть, если я что-то делаю, например, там, если я скажу: давайте я буду пророком. Сейчас я предскажу, что этот стакан переместится к краю этого стола. И действительно, смотрите, я пророк. То есть, если вы что-то очень хотите, если вы на чем-то настаиваете, если вы оскорбляете русских, если вы готовитесь к тому, чтобы отказать языку русскому, на котором говорят там 90% или 100% украинцев вообще вправе хоть какого-то существования, если вы постоянно провоцируете кого-то более сильного и еще делаете это, чтобы из-за кустов появился, в общем, сопоставимый дядя уже по росту, но выглядите как мерзавцы. Вот украинские националисты повели себя как мерзавцы, настоящие мерзавцы. Они спровоцировали нас и действительно вытащили из-за кустов совершенно не украинского, совершенно не русского, не имеющего никакого ни к вашей, ни к нашей традиции, потому что традиция, в принципе, у нас одна, дядю, который и начал как бы из-за плеча этого проходимца мелкого, начал действительно настоящую серьезную рубку вот с нами.
А все это ценой вот этого мальчишки, через которого одни наступают, да, на голову топчут, одни проходят, топчут его, другие подходят, топчут его. Но это же жалкая участь. То есть я представляю, что если бы мы имели дело, например, с с государством, которое действительно способно обосновать свой суверенитет. И это государство на равных стало сражаться с другим государством, отвечая свой суверенитет. А вот тут кто кого. Как Германия, например. Германия была великая страна. Не сейчас, конечно. Великая страна СССР. И Германия бросила вызов. Вот был ли Гитлер суверенен? Да. Был ли Сталин суверенен? Да. И мы решали, кому принадлежит свобода, кому быть, а кому не быть. И Германии после этой нашей Великой Отечественной войны нет, не существует. Это поле просто для какого-то экспериментов страшных либеральных. А Россия есть, благодаря тому, что тогда мы выиграли. Поэтому вот если говорить о таком, скажем, состязании, пусть страшном состязании историческом на равных, я понимаю, о каком величии речь шла у Германии. Это величие они не защитили, право на него они утратили и стали жалкими, но в принципе побежденными соперниками. А как могли украинские националисты претендовать на это? Они могли только спровоцировать, они могли начать процесс распада, а остановить его не могут. Суверенен тот, кто может принять решение о начале войны и о конце войны. Вот тот суверенен. Но сейчас-то же мы видим, что украинцы просто выступили триггером. Это то, что называется, как они не более суверенные, чем исламское государство, которое запрещено в Российской Федерации, не знаю, как на территории этой политической инстанции относится к ИГИЛу, но у нас они запрещены. И точно так же, на мой взгляд, украинские националисты создали такой симулякр радикального террористического образования, существующее исключительно за счет внешних ресурсов. Вот это не война нас с украинскими националистами, это использование Западом, глобалистским, либеральным Западом, ничего общего не имеющим с идеологией украинской самобытности, суверенитета против нас. То есть вот я не вижу никакого героизма в поведении тех, кто привели к распаду страны, кто не смогли защитить Украину как суверенное государство, не смогли гарантировать его территориальной целостности. Настоящий националист, он за что? За то, что территории, которые в своем собственном ведении сейчас находятся, чтобы они оставались там любой ценой. Националист, чтобы это не ушло. Второе, чтобы это было долго, чтобы солидарность общества нарастала. И для этого необходимо очень сложно выстраивать отношения с соседями. Одни из этих соседей могут представлять собой вызовы, другие – шансы, третьи – альянсы. Все это надо действовать, исходя из своих интересов. И вот украинские националисты – это те, которые украинское национальное государство разрушили. Они подорвали его территориальную целостность, они его ослабили, они его влекли в безысходный для Украины, как суверенное государство, конфликт, уже разрушили, уже расчленили и продолжают идти тем же самым путем. Это какие-то не настоящие националисты. Украинские националисты всегда получали финансовую поддержку из-за рубежа. Тогда какие же они националисты? Начиная от Бандеры. Других не было. Ну, все, значит, они никакие не националисты, они не за собственный суверенитет. И вот здесь как раз я думаю, что это была ловушка. И то, что якобы, смотрите, все говорят москаляку на геляку в 2014 году, а русские не понимают. Это те, кто громче всех кричали. Но мы же тоже слышим. Ну, понимаете, хорошо. Представьте себе, сейчас в Мексике начинают ходить там мексиканцы, говорят, давайте янки всех сдернем. Что там, сколько будет терпеть этот Трамп? Ну, я думаю, недельку послушает это. Через неделю там будет специальная военная операция по ликвидации наркокартелей на севере Мексики, который может спокойно в Мексике достичь там до юга. Александр Георгиевич, если конкретнее, вот вы много чего предсказали еще в своей книге «Основы геополитики», еще там более 25 лет уже назад. Вот опять же, 25 лет назад вы писали. Дальнейшее существование унитарной Украины недопустимо. Эта территория должна быть поделена на несколько поясов. Вы считаете, что Украина не может существовать как государство? Вы знаете, у меня это вот начало 90-х годов, я так это видел, особенно там на фоне радости украинского, того вот первого издания украинского национализма. У меня в конце 90-х годов я увидел, что, в общем, мы пытаемся что-то с Украиной сделать. И тогда я обратил внимание на то, что и украинское руководство, и там наша страна, мы пытаемся нащупать тот вариант, в котором суверенное
Украина могла бы существовать. И вот в более поздних главах основ геополитики эта идея излагается, что Украина сможет существовать как государство, если она признает, что существует там как минимум два народа, у которых должна быть своя собственная Украина, представительство. по-вашему, могла существовать как государство? Могла. И А она сейчас, как вы все. думаете? Ну, я думаю, что с Украиной конец. Ее не будет существовать в любом случае. Но снова, Никакой. ну, это пусть решает, во-первых, наша победа, наше поле боя, наши лидеры. То есть наши, я имею в виду, русские, американские. Вот мы это будем решать. Будет решать русский верховный главнокомандующий с теми, кто является настоящими акторами этой войны. Это вопрос в далекой перспективе, или даже так, в среднесрочной перспективе Украины не будет. Все. Попытка историческая создать национальную государственность самостоятельно полностью провалилась или, скажем, отложена на неопределенный срок. Но сейчас мы в войне, и говорить о том, что будет после ее окончания, мне кажется, немного преждевременно. С моей точки зрения, исторический шанс на независимое национальное политическое бытие Украины исчерпала, утратила, потеряла. В новом, может быть, в каком-то урезанном виде. Она может существовать, но это уже какое-то искалеченное доживание, а не настоящее процветание. Вот Украина в 1991 году получила шанс впервые в истории стать независимым национальным государством. Была задача построить такую политику, чтобы найти баланс между нами, как частью русского мира, и Западной Европой. Стать, может быть, мостом, стать какой-то промежуточной зоной, стать общим фронтиром. Не границей, которая нас бы разделяла с Западом, а тем фронтиром, где западная, даже, скажем, не западная, а восточная Европа постепенно перетекает в Евразию. И наоборот. И это так. Все предпосылки для этого было. Ну, послушайте, если бы Украина была действительно мостом между, например, Германией и Россией, ну, какие Всем проблемы-то? Конечно. Всем никаких проблем. сулила только И перспектива. вот тогда, вот смотрите, это искусство держава строительства. Вот в какой-то момент, когда зрелый исторический народ строит свое государство или сохраняет свое государство, он уже учится этому искусству веками. Здесь надо чуть-чуть помягче, здесь надо пожестче. Кому-то, как Путин, выиграл фактически вторую чеченскую кампанию. Он же на самом деле выиграл ее только после того, когда решил, все-таки Чечня, например, традиционная исламская Чечня Кадырова и отца Кадырова, Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова, она имеет право на собственную идентичность. Мы не сравняем ее с землей, мы не заменим чеченскую я специально поехала в Чечню, у меня есть фильм из Чечни, и для меня это было величайшим открытием, то, что я там увидела. И поэтому сейчас Ахмат воюет с нами против Запада на Украине. И это искусство державостроительства. Но смотрите, если бы украинские правители сказали, вот у нас есть западные украинцы, у них есть своя собственная политическая, культурная особенность, своя идентичность. Да, хорошо. Вот у нас есть восточная Украина, совершенно с другим населением, с другими ориентациями, с другими приоритетами, с другими культурными кодами. Неважно, на каком языке они говорят. Это действительно хороший вопрос. Могла ли Украина остаться независимым государством? Да, могла, на мой взгляд. То есть, по большому счету, если бы она чем больше она настаивала на однозначно прозападной ориентации, как и было исторически, тем больше она приближала тот раскол, который я описал. Как вот геополитики, они же говорят не о том, что точно будет или должно быть, они говорят о вероятности. Поэтому здесь речь идет не о том, что такой же прям строгий политический императив. Вот вероятен был распад Украины, если Украина пошла по тому пути, по которому она пошла. И была возможность не распада Украины, сохранения Украины с Крымом. Вот смотрите, я говорю, наверное, криминальную вещь для наших. С Крымом Украина могла существовать, если бы она заняла позицию, которая приблизительно ту, которую занимает Лукашенко и Беларусь. Вот белорусский сценарий. Который еще и ядерное оружие себе получил. Конечно. И он, кстати, по многим параметрам свой суверенитет в нашу пользу настолько тщательно и бережно сохраняет. Он действительно приобрел суверенитет. Много скажет там кто-то его противники, что это ценой замораживания многих процессов. Может быть. Но на самом деле Беларусь – это сказка. Это просто вот витрина такая. Это удивительное общество. И, кстати, белорусская идентичность там очень сильна. Они ничем не поступились в отношениях с нами. Может быть, даже мы сами удивляемся, как так можно. Это потому, что Лукашенко, Александр Гельевич, реально, вот то, что один человек? Знаете, Белоруссия же не существовала как исторического государства. Но вот он нашел эту формулу. Он нашел в себе и в своем народе
некие ключи к державостроительству. Он не расколол на западенцев. Там тоже были западенцы белорусские. Вот они попытались даже свергнуть Лукашенко. Но он как-то где-то проявлял жесткость. У меня есть ответ на этот мягкость. вопрос. Да, Я знакома со интересно. всеми президентами Украины и знакома с Лукашенко. И ответ очень простой. Лукашенко патриот, в отличие от них. Все. Ну вот он-то и есть националист. Вот он и есть настоящий украинский, прошу прощения, он-то и есть Белорусский. настоящий белорусский националист, который добился в сложных исторических обстоятельствах сохранения суверенитета своей страны, баланса в отношениях между Западом и Россией. Он получил защиту своего суверенитета через ядерное оружие и наш союз, и при этом сохранил свою независимость, в том числе и от нас. Представляете? Вот если говорить, это, конечно, не хорошее слово национализм, но он настоящий, правильно вы говорите, самое точное, он патриот. Он патриот Беларуси. И попав в сложнейшую ситуацию, Александр Григорьевич Лукашенко вышел из нее с честью, потому что и сейчас Беларусь независимая, сейчас она мирная, ее не раздирают конфликты. Да, были политические проблемы, да, было разочарование населения. Я думаю, что есть там разные настроения. Но Беларусь-то есть. Она такая, как была, и она не разорвана. В ней не идут боевые действия на территории. Там нет таких преступлений. Там вообще мирная жизнь. Он создал своему государству, своему народу 30-летний, как минимум, суверенитет. Но это разве сопоставимо с тем, что сделали, как вы говорите, непатриотичные украинские президенты? Я тоже встречался, как-то говорил с Кравчуком в какой-то момент, но его позиция, я бы даже задал вопрос на Первом канале, вы же понимаете, что если вы будете продолжать, даже не было уже президента, я говорю, если вы просто будете говорить такие вещи, Украина недолго просуществует. Он говорит, нет, вы должны там все уйти, там вы враги, вы плохие. И в каком году? Это где-то на телевидении было. То есть это в 2000-х. Где-то в 2000-х годах, когда уже не был он, Кравчук, президентом. Но вот я говорю, что вы совершили просто преступление, развалив наше единое славянское государство. Но даже когда вы создали свою независимую Украину, вы не заложили в нее ту парадигму, которая могла обеспечить суверенитет, серьезную независимость и суверенитет своего государства. Поэтому я тоже думаю, что вот и национализм, и отсутствие патриотизма у руководства, отсутствие, главное, какой-то, может быть, исторической способности к державостроительству. Вы знаете, это как художник. Вот художник говорит, возьми синие краски, нарисуй море. Те же краски, тот же мольберт, те же кисти, те же там советы, те же учителя. Один нарисует море, что мы скажем, вот это море, а другой нарисует какой-то клякса, какой-то пятна Роршаха. Так, мне кажется, вот это различие между державостроительством успешным и нет. То есть и все увидят успешное державостроительство, скажут, вот это держава. Все увидят этот вот симулякр, эту мазню. Говорят, извините, вам, наверное, лучше было не в живопись идти, например, в музыку или в сельское хозяйство. Вот мне кажется, что как раз не нашлось, может быть, это трагедия и горе у украинцев, что не нашлось того правителя или того лидера, который бы просто смог как-то поймать и схватить вызов исторического момента. Ведь действительно было окно возможностей для создания независимого национального государства. Такого не было исторически практически никогда. В невероятных границах, включая огромные дополнительные приобретенные империей земли. И вот чуть-чуть бы поумнее, вот чуть-чуть бы повнимательнее, поделикатней. Но нет. И вот здесь я, кстати, я понимаю почему. Знаете почему? Я сам украинец этнический, у меня украинские корни. У меня мама фамилия Ануфриенко. Я знаю, что такое украинец внутри. То есть украинец... По себе знаете? Только по себе. Это какое-то невероятно идиотское упрямство. Просто упрямство, которое тебя приводит к хуже. Ты все равно остаешься на своем. И я по своим родственникам это как-то замечал с детства. В себе отмечаю. И поэтому для меня решение украинской проблемы это еще и какой-то психоаналитический такой момент, потому что я знаю, что такой внутренний украинец. И я узнаю, что, конечно, для того, чтобы украинцу построить государство, нужна моя русская часть, великоросская. Вот великоросская часть для того, чтобы превратить мое существование индивидуальное в нечто более-менее
приемлемое украинца надо поставить куда-то на место. Ему нельзя делать из него генерала, его надо сделать сержантом, например. Как сержант он справится великолепно. Но как только мы ему даем право там, самому распоряжаться армией, он личную судьбу просто превратит в какой-то кошмар. Он упрямый, он недальновидный, но очень важный и дорогой, потому что внутри, а это наше «я». И вот так мы, русские, видим украинцев. Мы видим как своих, но которые как-то совершенно не хотят находиться на том своем месте, которого самое так было бы, самое время там просто это место занять. Но Лукашенко, который крестьянин от народа, от земли, вот как он такую свою белорусскую, тоже не особо держал строительную стихию, экзистенцию, как он смог воплотить в создание такого привлекательного, обаятельного восточнославянского государства суверенного, это какая-то загадка просто. Вот это правда загадка. Может быть, и украинцам вот так удалось. Но он должен все-таки... В моем случае здесь все просто. Я просто выбираю свою великорусскую сторону, подчиняю ей украинскую, и у меня великолепная империя получается, и внутренняя империя по Линчу. Мне кажется, это лучший вариант. Может быть, был какой-то другой вариант. Но тогда, понимаете, там другая идентичность, которая маячит. Это Польша. Вот Польшу я вообще хорошо понимаю. Они, наши братья, которые от нас откололись в свое время, пошли по католическому пути. Мы по православному. И мы решили, кто дальше дойдет. И мы почти на равных. Часто даже они нас сильнее были. Спорили. И после третьего раздела Польши оказалось, что этот восточный брат, который выбрал Византию, а не папу, он победил. Соответственно, и я понимаю, как они нас по-настоящему ненавидят. Они понимаю за что, потому что жить там под братом, который оказался прав, а с ним перед этим несколько столетий на равных бороться, я понимаю, что они нас ненавидят. Куда же украинцы-то? Это совершенно мы. Я даже не говорю, что вы. Мы, украинцы, мы куда хотим? Мы что, себя шляхты, что ли, поляками вообразили? Мы вообще, у нас другая история. Мы и есть русские. Просто русские, мы носители православной идентичности. Мы отстаивали ее, несмотря на все притеснение панов, на всех этих ксензов. Мы герои православного сопротивления. Мы украинцы. И, конечно, когда русские великороссы пришли, пусть они хоть тоже далеки от совершенства, но это свои пришли, освободители пришли. Вот это, мне кажется, тот внутренний украинец, он только так может жить, он только так себя воспринимает украинцев. Конечно, очень живо реагирует на украинские песни, на украинский язык, кстати, который я на самом-то деле люблю. Но сейчас он превратился действительно, увы, они его политизировали. Но вообще вот этот внутренний украинец, я думаю, он где-то присутствует в очень многих русских людях. Александр Гильевич, кто виноват, что делать? Знаете, на чем держится рейтинг Зеленского? Держался, я думаю, правильнее будет сказать, все эти годы войны. А на одном простом нарративе. Мы уже победили. Украина уже победила, когда Россия отошла от Киева. Я абсолютно ответственно говорю, что большинство украинцев так считают. Они отошли от Киева, у них не получилось за 3 дня. Как Украина захочет быть с Россией, если считает ее слабой? Вы знаете, дело в том, что тоже украинская идея, украинцы Зеленского выбрали за то, что он не украинец никакой просто. И подумали, что он как-то с Россией, поскольку он не украинец, он все лучше договорится. А он оказался, он не стал украинцем. Он просто стал играть совершенно другую роль. Он стал играть роль такого спиритического сеанса, когда вызывают какое-то Бандеру или там Я вам хочу сказать, что по моей версии как раз Зеленский разделил украинцев на, простите, украинцев и хохлов. Это его модель, в которую он превратил украинцев. Может быть. Но смотрите, я вообще думаю, что то есть, с другой стороны, хорошо, мы говорим о независимости. Украинцы не хотят быть зависимыми от России, значит, они зависят от неукраинца, который привел их к катастрофе. Это раз, но это еще не все. И еще зависит от Запада, который тоже совсем не украинский, и у которого главная задача нанести русским украинскими руками, украинскими жизнями максимальный урон. Разве это и первое, и второе является признаком украинской идеи или украинского могущества? Что касается нашего отхода от Киева, здесь есть 2 точки зрения. Но наш официальный нарратив говорит, что это был хитрый план. Я не хочу вдаваться в эту ситуацию. Я так не думаю. Я думаю, что просто мы планировали
что наши вот угрожающие действия и подход к Киеву вызовут на киевской стороне определенные подвижки в том, чтобы мы решим несколько принципиальных вопросов. То есть вот не будем брать Киев, а просто вот подойдем и начнутся переговоры. Видимо, у нас, насколько мне известно из источников, в том числе и свидетелей, участников этих процессов, действительно такие договоры были. Мы приехали в Стамбул, и вот там уже практически все было решено, то, что устраивало нас тогда, без всякого взятия Киева, без продолжения войны, и, в общем-то, на тот момент устраивало киевское руководство. Потом, как мы знаем, приезжает Борис Джонсон. Мало того, что это он специально плохо одевается, не причесывается, выглядит безобразно. А вы специально вот иногда такие жесткие формулировки употребляете? Почему? Ну, это жестко, разве? Да. Борис Джонсон, а кто он? Ну, не знаю. Окей. Ну, просто нет, понимаете, это если так уж совсем... Это сдается мисджендеринг. Сейчас вот искусственный интеллект Илону Маску, который пришел сам в ужас от того, что искусственный интеллект на вопрос, что лучше, ядерное уничтожение человечества или мисджендеринг, или неверное название, определение гендера какого-то. Искусственный интеллект ему ответил, что хуже мисджендеринг. То есть, на мой взгляд, гораздо лучше просто оставаться в рамках реальности и называть, вещи своими именами, чем пользоваться этим политкорректным языком. А если этот политкорректный язык выходит за какие-то грани или не соблюдается, вслед за этим будет ядерная война. Поэтому я ничего против Бориса Джонсона, честно говоря, и против его оружия, и внешнего вида, и манеры поведения не имею. Мало ли, какие люди бывают. Это shit happens, как говорят. Поэтому можно посочувствовать скорее. Но в любом случае это существо приезжает и говорит Зеленскому: а вот если ты сейчас откажешься от того, что ты подписал, то мы тебе поможем во всем, и русские будут отступать. И дальше он действительно, НАТО, Байден, все структуры западного мира говорят: мы готовы к войне, чтобы поддержать вас в войне с русскими. С вами силой вы не справитесь. Зеленский начинает войну, после нашего наступления, он готов отвечать своими силами, их намного не хватит, он это понимает, подписывает бумагу, приезжает, говорит: вот оно подкрепление. И, конечно, мы этого не ожидали. Вот это, конечно, наш просчет стратегический. А может быть, нет, Александр Георгиевич? У меня недавно была дискуссия с профессором Бишайбером, с профессором Дизином. И вот они оба считают, что Россия уже выиграла, уже победила. Нет, мы говорим Вы сейчас так не считаете? Я имею в виду... про Киев. Мы не имею в виду... ожидали, и пришлось отходить. А может быть, так и надо было, может быть, такой и был план. Потому что я сейчас не буду глубоко в дебри залазить, но тем не менее позиционно как будто бы Запад проиграл. Европа что? Слабеет. Может быть, изначально? Я так не думаю, честно говоря. Нет, хорошо, что я обоих хорошо знаю. А вы с ними согласны, что Россия уже победила или нет? Приятно слушать такие слова. Согласны или нет? Спорить я с ними бы не стал. Пусть они говорят. И с Мейшамером у меня была хорошая беседа недавно, и с Гленом Дисоном. Правда, Глена Дисона потом тут же убрали после этого интервью с Ютуба. Для Запада я токсический элемент. Хотелось бы верить, что мы победили. Но ваши книги очень популярны на Западе вместе с тем. И не только на Западе, но и на Востоке тоже, кстати. Вот интересно. Но, знаете, это действительно вопрос серьезный по поводу Киева, и потом придем к тому вопросу, о чем вы говорите, о нынешнем состоянии. Я думаю, что мы принципиально недооценили, что такое Запад. По большому счету, у нашего президента сложилось ощущение... Или Запад недооценил Россию? И то, и то. Мы друг друга недооценили. Во-первых, я думаю, наш президент, он действительно в какие-то заверения западных лидеров верил, потому что они за время его президентства создали ощущение, что они, в принципе, ведут себя по какому-то алгоритму. И договоренности соблюдают, Северный поток принимают, а крики того, что не надо нам Северного потока, или что-то еще, какие-то соглашения, это остается просто пропагандой. Он, конечно, я думаю, не допускал, что вот сейчас Запад посчитает, что надо начать с нами войну, вплоть до ядерной. То есть, видя этих людей, общаясь с ними, принимая их в Кремле, встречаясь на международных мероприятиях, Путин просто, у него сложилось впечатление, что не то, что ему можно доверять, но что Запад, он в своем уме.
А то, что он, Запад, решил вести войну руками, и ногами, и головами и внутренними органами украинцев с нами, такое вот на уничтожение, ему это в голову не пришло, потому что знаков таких не было. Я думаю, что это была такая определенная недооценка двух уровней Запада, потому что вот здесь как раз, как сейчас мы знаем после революции Трампа, что все, Поговорим об этом обязательно. все теории заговора оказались верными. На следующий день после прихода Трампа было объявлено официально практически, что все существовавшие теории заговора оказались абсолютно правильными. А все, что выдавалось за истину в последней инстанции вот этими мейнстримными СМИ, вот все это оказалось, наоборот, бредом и дезинформацией, и политической пропагандой. Вас считают идеологом, мозгами Кремля вас называют. Не знаю, это... Очень распространенное. Знаете, это хотели, поскольку я консерватор, у меня довольно последовательная антилиберальная политическая философия, начиная с детства. Они решили использовать это для демонизации Путина. Что вот если у Путина якобы есть такой советник, я никогда не был советником Путина, или там мозгами Кремля. Если у него есть такой советник, значит, что он сам плохой. Я плохой. Когда вы последний раз с ним встречались? Я не отвечаю на этот вопрос, простите. Вот. Но смотрите, вот это первая была идея, что значит я плохой, потому что я не либеральный. Тогда еще либерализм был, если кто-то не либеральный, значит это все, ему конец. Сейчас уже все по-другому. И вот они нашли явно нелиберального политического философа, который пишет книги, который проводит анализ, сопоставили с какими-то действиями Путина, нашли соответствие. Я в Вашингтоне был в 2005 году, и представляли так вот мои идеи. Вот на одной стороне схемы действия Путина, на другой, причем мое высказывание с 80-х годов. И больше, говорит, не спрашивайте, какие у них отношения, вы просто на эту картинку смотрите и дальше сами делайте вывод. Ага. Так вот, для того, чтобы демонизировать Путина, раз. А второе, для того, чтобы... Я никогда с Путиным по-настоящему бы и не стал сотрудничать, потому что если, не будучи его советником, Запад называет меня его советником и еще приписывает Путину идеи, действия, мотивы, которые вообще он не разделяет, конечно, он может не раздражать просто. Это сознательная работа не только против Путина, но одновременно, если угодно, и против России, потому что когда сближаются патриоты и, в общем, люди, каждый на своем таком, на великом уровне Путина, на скромном уровне, я как политический философ, если мы бы стали сближаться, но я думаю, что Западу пришлось бы труднее, на самом деле, потому что политическая философия у нас, конечно, хромает у России. Она по остаточному принципу существует. Коммунизм мы отвергли, это, наверное, было правильно. Либерализм мы как бы долго с ним походили, это вообще токсическая вещь, тоже как-то стали преодолеть. И сейчас находимся в состоянии неопределенности. Мы уже не коммунисты, уже не либералы, но еще не традиционалисты и консерваторы. А я-то как раз предлагал не ждать этого, не ждать, пока все испарится само. Не жить просто так, по так называемому здравому смыслу, потому что здравый смысл – это не философия. Мы имеем дело с философией, которая нас атакует, с либеральной, и мы должны были бы противопоставить этой философии свою контрфилософию. Вот это, мне кажется, было не доучтено. А если бы мы учли это, то и в 2014 году поступили бы гораздо более решительно. Если вот представить себе, что Запад готов будет идти на войну с нами, вплоть до уничтожения, вот тогда я думаю, что мы бы выстраивали нашу стратегию в отношении Украины, и даже, может быть, еще раньше 2014 года, совершенно по-другому. То есть мы все-таки переоценили, я думаю, на уровне политического руководства, переоценили рациональность и прагматизм западных лидеров, которые оказались просто фанатиками. Вот про прагматизм. Я пару цитат ваших приведу. Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов. Вот это самое наглое, самое антиевразийское явление. Нет ничего более отвратительнее, чем катание с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. И еще ваша цитата. Пока мы водили хороводы, нас никто не мог победить. По телевизору надо показывать хороводы, по радио надо петь хороводы, в школах и в институтах нужно обучать искусству вождения хороводов. Александр Ильич, как вы думаете, что скорее тронет умы молодежи в Украине? Быть белозубым серфером на Бали или водить хороводы в России? Смотрите, когда я про хороводы рассказывал, я просто так, на мой взгляд, изящно, может быть, это выглядит совсем не так, как мне кажется, изнутри, намекал на книгу «Законы» Платона. У Платона есть представление о том, как надо строить правильное государство. И вот Платон говорит, что вождение хороводов – это воспроизводство на уровне людей движения планет и созвездий.
Поэтому это означает приведение человеческой жизни, человеческого бытия, человеческого досуга и даже политической системы в соответствии с законами, высшими духовными законами космоса. То есть на самом деле хоровод – это рудимент очень древней культуры, очень древней философии. Выглядит смешно. Вот я сейчас даже не про хороводы, а про подходы. Вот что молодежь скорее примет? Быть серфингистом на Бали с белозубой улыбкой? Теперь про серфингистов. Значит, смотрите, серфинг – это метафора постмодернистского философа Жиля Делеза, который с помощью этой метафоры описывает так называемое ризоматическое бытие, существование без строгой привязки к территории, без территориализации, без ценностной системы. Это не движение к какой-то цели, это чистый, бессмысленный досуг, который учит людей двигаться ниоткуда и никуда, вместо работы ценить досуг. И этот досуг, который связан просто с движением по морской стихии. Адаптация к тому, что и происходит вне тебя, без твоего субъектного вовлечения. Поэтому на самом деле эта цивилизация, серфинг – это цивилизация. Вот то, что планирует, фланирует, болтается, не имея, как хипстеры там по Тверской, не имея никакой конкретной цели, не занимаясь принципиально ничем, но в таких вот довольно... Хипстерам на Тверской украинцам продать легче, Александр Гелич. Потому что мы живем... Продать как идею, как... Ну, понятно, но дело в том, как что... Кока-Колу. Вы знаете, свинья грязь найдет. Вот если обращать человека все более и более к низменным вещам, он эти низменные вещи и научится постепенно как бы воспринимать как свою собственную норму. Поэтому вот вы, по-моему, обращали внимание на то, как обсценная лексика стала распространяться на Украине. Да. Но вот, конечно, проще говорить грубым языком, чем изысканным. Проще двигаться по течению, чем карабкаться на скалу. Но вот в этом и есть это есть выбор. То есть есть выбор дисциплины, духа, совершенствования, возвышенного. И есть привлечение к упрощенному, к скольжению, переход на более низкий уровень существования. И когда одна система переходит на более низкий уровень существования, то есть вместо усилия предпочитает такую плавность, скольжение, скажем, катиться вниз по горке, происходит смена ориентации человечества. Я, кстати, я не считаю, что украинская молодежь настолько принципиально порочна, вот и настолько глупа, и настолько примитивна, что она автоматически... Ее такой хотят сделать. Она не такая. Это я не думаю, тогда политика. бы они на фронт не шли, они бы тогда вот... То есть, вот, знаете, Александр Ильич, мне сейчас вот... Окатались бы где-нибудь. Мне интересная мысль сбежали. пришла в голову. Вот то, что вы сейчас Другое. сказали про то, что по скале карабкаться или скользить по волнам. Вот, знаете, и вы говорили об этом, и я поняла, что вы вполне могли бы сейчас найти общий язык с украинским националистом, который вернулся с фронта и который действительно считает, что он честен. Гораздо больше общего вы могли бы найти с ним, чем, например, да, у человека, который, я не знаю, в Польше ходит на митинги за Украину и кричит, что надо до последнего украинца, при этом сам лежит на диване. Ну, это же подло, конечно. Да нет, я поэтому и говорю, что... Это, парадокс. В любой культуре есть люди, которые предпочитают ценности служения, ценности мужества, ценности героизма. Даже если это героизм, увы, со стороны врага, со стороны противника. Я всегда ценю. И традиционно мы же всегда ценили героев. Чингисхан ненавидел предателей. И вот люди, которые сдавались ему, испугавшись битвы, он их казнил всех. А люди, которые воевали до последнего, вот даже если один остался, а он стоял, он говорит, ты будешь моим генералом. Вот в этом что-то есть. Я поэтому думаю, что вот из этих двух типов, это вот вы сами показали пример, что кто-то выбрал такой хоровод вечной мужественности, такое соответствие, пусть ложно понятым, но идеалам, или просто подлеца, который убегает от столкновения со смертью, и тем не менее... А с кем легче договориться? Но вот с тем, кто избегает битвы, с ним вообще говорить нельзя, потому что это никто. Вот с такими просто немного не уважать себя вообще разговаривать, потому что это грязь. А человек становится человеком, когда он действительно пытается хотя бы, пусть не на скалу, но на камень какой-то, на холмик какой-то подняться. И, конечно, человек, который защищает свои, может быть, ложные идеалы, но ценой своей жизни, более достоин для того, что с ним можно говорить.
Ошибается он, не ошибается, это покажет либо война, либо мир. Но в любом случае мир заключается с тем, кто достоин. Тот, кто по-настоящему доказал, что он что-то из себя представляет. Тот, кто бежит из Украины и предпочитает устраивать эти безобразные перформансы или в сетях угрожать русским людям, ну, это подонки просто. Они для любого народа. Если бы мы сказали, что русские люди не воюют, а поддерживают их где-то из Майами там, или из каких-то пляжей СВО, и мне бы тоже это вызвало отвращение. Наши люди сейчас... Кстати, нет такого. Нету, потому что они на фронте. Потому что все настоящие русские люди либо помогают фронту, либо воюют, либо готовятся. Ко мне подошел недавно совсем такой юноша, МГИМО, который собирается защищать диссертацию, какую-то тему по глобализации. И он говорит: можете быть моим руководителем научным? Я говорю: да. Давайте. И он говорит: ну, может, 1,5 года вы еще здесь будете поработать? Я говорю: ну, я не знаю, как загадывать. Там, потому что все очень сложно. А дело в том, что я ухожу на СВО. А вот я приду и вот заключил контракт. Парень из МГИМО, закончил МГИМО, дипломатическая карьера, прекрасно выглядит, собранный, интеллектуальный. Вот что ему не хватало? А он идет туда, потому что порядочный русский человек идет защищать свое государство, свое отечество, которое в опасности. Это естественно. И, кстати, я считаю, что люди, которые пусть делают неправильный выбор, но которые делают выбор воина, они на самом деле заслуживают уважения даже со стороны врага. Александр Ильич, про молодежь. Вы знаете, что было, скажем, главным методом пропаганды русского языка в Украине среди молодежи в последние годы? Русский рэп. Вы вот предлагали казнить Моргенштерна и его продюсера, но совсем недавно новый альбом Моргенштерна занял первые строчки в украинском Apple Music. Не считаете ли вы, что Моргенштерн для популяризации русского языка в Украине сделал больше, чем Дугин? Нет, конечно. Да нет, я не хочу сравнивать. Это просто, мне кажется, унизительно. Это какое-то чудовище. А почему вы думаете, что это плохо, если это продвигает русский язык? Это не русский язык, там ни одного слова нет у Моргенштерна по-русски. Он коверкает все слова. Это какое-то такое наркотическое извращение. И я считаю, что это... Вот Аким Апачев, вот русский рэп. То Аким, который поет даже на мове, вот это другое дело, на мой взгляд. Это рэп. Я рэп очень не люблю, признаться, но тут я вынужден сказать, что вот Аким Апачев, который поет на мове, Плыве кача, это вот на самом деле, на мой взгляд, пропаганда. Вот это украинская песня, это действительно пропаганда русских смыслов. Но пропаганда должна быть хитрой. Скажем, да, если Аким Апачев в открытую, я сейчас, наверное, не процитирую, но тем не менее, да, там несет меня армата, да, то есть все понятно. Может быть, пропаганда должна быть хитрее, нет? Может, и должна быть, но не спускаясь ниже каких-то пределов. Вот релакант такой убежавший. Но вы обратите внимание, что все равно слушают русскую музыку. Вот про Sigma Boy лучше поговорить. Вот Sigma Boy, вот это вам замечательно. Нравится? Нет, конечно. Ну, как это может нравиться? Вот это... Дело в том, что в Sigma Boy вот есть очень интересный момент. Потому что все поют уже сейчас у нас, там, какие-то военные оркестры поют Sigma Boy, и студенты, и все поют Sigma Boy, и запретили Sigma Boy. Но дело в том, что здесь очень интересный момент. Sigma Boy, кто это такой? Это не альфа-самец. То есть вот если была бы песня «Альфа-самец», там, как бы «Проводи меня там, после дискотеки там, домой» или «После клуба», это была бы не русская песня. А почему она русская? Не потому, что подростки русские, а потому, что в ней девушка предпочитает ботаника. Девушка предпочитает сигма... Что такое сигма-человек? Сигма-человек – это программист, это интеллектуал, это философ, это художник. Это тот, кто в таком прямом восприятии не ассоциируется с всепобеждающим мужским началом, грубым, таким завоевательным. Это мужчина, который свою собственную идентичность, свое собственное могущество, притягательность, свое собственное право обосновывает своей интеллектуальностью. Вот это мне очень понравилось в этой песне «Sigma Boy», потому что само по себе... Я даже нашим военным говорю: смотрите, вы поете с таким, а вы сами там читали, например,
Рене Жерара, да, потому что, в принципе, «Сигма-бой», это о том юноше, который пришел в компанию и рассказывает о том, например, какова философия Рене Жерара, козел отпущения. И вот так вот, как, собственно говоря, Джей Ди Венс. У нас сейчас такой появился гениальный совершенно политик, вице-президент Соединенных Штатов Америки, который читал Рене Жерара. То есть «Сигма-бой» — это, в принципе, об этом. То есть ботаник — это звучит унизительно, nerd. Хотя сам Маск, например, который такой успешный ботаник, что более успешно представить себе сложно, он спокойно себя, когда его говорят, я nerd, nerd — это ботаник или сигма-бой. Он говорит, да, отлично, и я успешный такой сигма-бой. То есть, в принципе, это о том, это песенка о том, как очень интеллектуальный молодой человек понравился девушке, у которой есть вкус, у которой есть определенные критерии, и она радуется, что она с ним как бы проведет какое-то время. Мне кажется, это очень, очень правильно. Это ориентация верная, ориентация на сильных духом мужчин. Про идеологию, которую предлагает Россия. Вот вы во время своего визита в Соединенные Штаты еще в 2005 году, после встречи с Бжезинским и с Фукуямой, сказали, могущество Запада — это не только грубая сила, но и тонкий культурно-политический код. Нам, России, вы имели в виду, нужно разработать симметричный ответ. Он был разработан? Нет. До сих пор? Только сейчас мы подходим к этому. Почему? У нас была абсолютно парализующая вера в том, что мы часть западной цивилизации, поэтому нам специальных кодов разрабатывать не надо. Мы можем взять их код, мы можем взять их технологии, мы можем взять их продукты и лишь к себе адаптировать. То, что Россия осознала себя государством цивилизации, а именно государство цивилизация, а не просто государство, действительно нуждается в своей собственной тонкой силе, мягкой силе, в своих традиционных ценностях, в защите своего уклада, мы осознали, увы, очень-очень поздно, когда уже почти было проиграно все. Мы технически стали возрождаться, мы стали, благодаря контактам с Западом, постепенно отстраивать собственный экономический потенциал, копируя их модели, но копируя применительно к себе. И в какой-то момент, когда все это оборвалось, после СВО, мы осознали, что так нельзя. Вот только тогда наше руководство вынужденно пришло к выводу, что действительно нам нужна по-настоящему мягкая сила, потому что нам нужна утверждение своей собственной цивилизации и в образовании, и в науке, и в культуре, и в пропаганде, если угодно. Но мы к этому только-только подходим. На 3-м году, 3 года войны уже позади, и мы еще толком в этот процесс выработки своей мягкой силы не включились. Ведь то, что, например, является мягкой силой Украины в этой войне, это же не украинская, это просто западные модели, технологии, которые подсказывают довольно сообразительному в некоторых вопросах украинскому обществу, как это использовать для мошенничества, для лжи, для обмана. И это работает, увы, работает. А мы как-то по-прежнему сосредоточены на том, чтобы даже не столько говорить правду, потому что русские не уверены в том, что они ее знают. Русские ее чувствуют и ищут ее. Но вот когда ты ищешь, ты находишься в таком легком всегда, в легкой неуверенности, что правда ли это. То есть для тебя это да, но так ли это? Вот в этом и есть величие, на мой взгляд, русского народа, что он неспешный народ, он не поверхностный народ. Но старается он по правде жить, к правде тянуться и правду делать. А вот говорить... Вот тут он как-то немножко стесняется. Я обратил внимание, что у Достоевского герои произносят самые точные, идеальные формулы тогда, когда им предшествует приблизительно такая фраза. «Я, конечно, человек косноязычный, говорить я не умею, мысли мои путаются, нахожусь я в душевном смятении, не знаю, с чего начать и чем кончить, но я все-таки скажу, простите Христа ради, если я буду нести полное колесо». Дальше говорит гениальную фразу, достойная Ницше, какого-нибудь великого мыслителя, просто грандиозно, или христианских святых, просто еще более высокий уровень. И потом опять начинает извиняться. То есть вот это очень по-русски. И в этом отношении пропаганда или мягкая сила, может быть, нас как-то корежит грубость этих и такой цинизм этих подходов. Да. Поэтому, может быть, это еще и внутреннее нежелание уподобляться тем, с кем мы воюем, тем более мы обнаружили, что воюем мы с чистым злом. А вот сейчас Соединенные Штаты взяли курс на консерватизм, фактически перехватив у России
первенство в этом вопросе. Как вы считаете, Россия теперь что должна экспортировать в качестве идеологии, учитывая, что США всегда были впереди в вопросах традиционализма, религии? Нет, вопрос традиционализма и религии США были на последнем месте вплоть до прошлого месяца. Если мы говорим про традиционные США, а не которые мы привыкли видеть при Байдене, Вы знаете, Обаме. в полном смысле слова традиционными США вообще, наверное, никогда не были. Это проект модерна. Во-вторых, это форма неких таких радикальных протестантских сект, которые сбежали от европейской культуры и создали там очень своеобразную цивилизацию. И более того, начиная с 20-х годов 20 века, после Вудро Уилсона, они еще даже предпочли заниматься глобальным Ну вы согласны, что сейчас Америка перехватывает? Да, с этим я согласен. Я просто хочу уточнить другое. Я хочу уточнить, что, собственно, пионерами в традиционных ценностях они не были никогда. После Уилсона они вообще сказали, что наша цель Америки – это защита либеральной демократии, а не американские ценности. А уж последние 40 лет, там, начиная, думаю, с Рейгана, это Америка просто представляла собой, особенно там после Клинтона, она представляла собой совершенно полную противоположность всему тому, что можно назвать христианским, традиционным, человеческим, семейным. Просто она шла по прямо продолженному направлению. А Россия... И, может быть, и немного инстинктивно, может быть, недостаточно радикально после прихода Путина стала перестраивать это же движение в ту же самую западную либеральную сторону, как в 90-е, стала постепенно менять галс. И дошли мы, опять снова, только после СВО, до указа о традиционных ценностях. Только после начала СВО мы признали, что традиционные ценности должны защищаться государством. Двигались мы к этому 22 года. То есть вот путинское правление, мы все время сдвигали окно Эвертона, но так, что никто не заметил. То есть вот раз, вроде мы либеральное общество, и вроде мы не отказываемся, и вроде мы часть западной цивилизации, часть западной цивилизации, мы либеральные, мы демократические, мы часть западной. Смотришь, уже мы не демократические, не часть западной цивилизации, и не часть либеральных ценностей. И только в 22-м, по-моему, году наступает решимость. И президент, говорю, подписываю указ 809 о традиционных ценностях. То есть, по большому счету, мы проделали огромную работу, а закрепили ее совсем недавно. Что происходит в Америке сейчас? Да, и, конечно, в этом отношении, в защите традиционных ценностей, Россия в любом случае была, была одной из главных сил в мире. На нее ориентировались вот остальные. Действительно, вот прошла Олимпиада, скажем, да, и люди даже, например, в Европе посмотрели на это и такие, извините, а что это? Вот лучше тогда уже. А теперь уже этого козыря как будто бы и нет. Вот это интересно. То есть мы постепенно действительно пришли к защите традиционных ценностей. И если так посмотреть, Путин сдвигал окно Овертона с первого дня своего нахождения на посту президента. Иногда даже резко, иногда так постепенно. То Ильина процитировать консервативного философа, то Достоевского, то Солженицына. Вот прям такие славянофильскими мазками он свои выступления украшал, которые постепенно складывались уже в некую политическую философию. Но что поражает в Америке? Что они взяли и это мгновенно осуществили. То есть вот то, что мы делали 25 лет постепенно, Трамп за месяц закончил гендерную политику, запретил, изгнал трансгендеров из армии. То есть, в общем, мы туда их и не принимали, трансгендеров. То есть, и мы даже не можем сказать, мы первые выгнали, потому что мы их туда вообще никогда не брали. А для Америки это звучит очень новаторски. Это как бы пощечина всему предшествующему 40-летнему движению в сторону либерализма, сатанизма, постмодерна. То есть Трамп, я согласен, Трамп сейчас такой лихостью, своей саблей, своим танцем. Вот что это танец? Знаете, да, YMCA, что это такое, да? Когда они уже не просто танцуют YMCA, Village People, это название христианской молодежной организации ИМКА. Вот то, что называлось, они издавали ИМКА Пресс такое. Это сейчас уже, с точки зрения либералов, это ультраправая молодежная организация, потому что защищает здоровую семью, христианские ценности, про-лайф, отказ от абортов. И Трамп тем же Village People, этой песней, он фактически и своим танцем, он разом, таким ярко, как шоу, разом повернул корабль американской политики, американской идеологии на 180 градусов. Он просто лег на совершенно другой галс. И
Эта смена красочная, яркая. Каждый день в Твиттере Маск публикует о разгроме какого-то еще очередного извращенного такого сатанинского министерства, то USAID закрывается, на которой вся вот Украина существует, вот как бы раз, и в один день ничего не стало. То Министерство образования, которое детей учат извращением с молодых ногтей. И фактически Трамп эту свою консервативную революцию, он ее превратил в гигантское мировое шоу. А его вице-президент с бородой человек, представляете, когда я первые такие бродолюбивые видео записывал, сколько же я таких циничных комментариев получил. А потом оказалось, что борода и мужчина – это вещи почти неразделимые. То есть это так было, это в любой традиции. Это не только у нас, христиан, это также и в исламе, это также и в иудаизме. То есть вообще мужчина и борода – это синоним. Раньше мы как-то посмеивались, что вот бродолюбие – это такое дурацкое слово, откровенно. Но старообрядческое вполне. Так вот, бродолюбивый Джей Ди Венс, приехав в Рамштайн на конференцию по безопасности, он просто сделал выволочку либеральным европейским элитам, сказал, что вы теперь сами по себе. Америка теперь радикально другая. И, конечно, Россия сейчас, мы находимся в очень интересном положении. С одной стороны, мы победили. Ведь мы же за правду. И наша правда, то есть традиционные ценности, оказалось, что подхвачены даже Америкой, то есть источником этого зла. Поэтому мы можем радоваться. Как идеалисты мы должны радоваться. Но, с другой стороны, обидно, конечно, что нас за это так унижали, так фактически мы воюем за эти традиционные ценности. Нам в этом праве отказывали, нас демонизировали за эти традиционные ценности, осмеивали, попрекали всячески, стали убивать за эти традиционные ценности. А вдруг оказалось, что мы-то были правы. Поэтому я не думаю, что мы... Знаете, правду нельзя приватизировать. Если мы правы, то давайте будем правы вместе с нами. Это будет наша победа. Поэтому я вот не чувствую такой соревновательности или конкуренции с Америкой в традиционных ценностях. Просто наоборот. Это скорее признание того, что мы правы. Ну, а какой геополитический вывод там Трамп сделает из этого, это уже другой вопрос. Но с идеологической, с идейной точки зрения мы просто победили. Вот мы, русские, встав на защиту традиционных ценностей, победили весь мир. Потому что с нами сейчас согласен ведь не только Трамп, а с нами согласны и Индия, и Китай, исламский мир, Африка, Латинская Америка. Мы победили и в глобальном юге. И теперь оказалось, что мы побеждаем сейчас вместе с Трампом с идеологической точки зрения и на коллективном Западе, который перестал быть коллективным. А что дальше? Вы в своих работах много раз говорили о неизбежной войне России с Западом. С приходом Трампа, которому вы скорее симпатизируете, ваш прогноз изменился? Во-первых, мой прогноз он уже воплотился. Мы воюем с Западом на Украине, не с Украиной, а на Украине с Западом. Вот поэтому уже это не прогноз, а это уже констатация статус-кво. Поэтому... Прогноз на будущее тогда. А это уже другое дело. Поэтому, когда не было войны с Западом, я видел, что она неизбежна. Когда она сейчас идет, я думаю, что она имеет определенные шансы закончиться. Потому что как, я не берусь сказать, и тем более когда. Но сейчас мы выходим совершенно к другой ситуации. Идейно мы в этой войне победили. Вот с чем я согласен. Вы упоминали Мершаймера, Глена Диссена. Я не думаю, что мы сейчас победили полностью Запад. Мы не победили Запад, но мы отбили атаку от либерально-глобалистского Запада, Атлантического Запада, который хотел нанести нам стратегическое поражение. Этого он точно не добился. И в этом смысле мы тоже победили, потому что мы не проиграли пока. Но мы еще не победили. Мы победили, когда мы решим вопрос с Украиной. Вот тогда мы по-настоящему можем сказать: в этой войне мы одержали победу, все, начинаем следующий этап. То есть я сейчас говорю не о той войне, которая будет, а я говорю о том, что эта война закончится. Она не может закончиться иначе, как нашей победой, но не над Украиной, снова, над глобалистским Западом. И уже даже не над Западом, смотрите. После Трампа мы оказались в такой ситуации, что коллективный Запад распался на два ядра. На два самостоятельных полюса, идеологических полюса. И хотя сейчас либеральные и глобалистские европейские элиты судорожно пытаются наладить с Трампом какое-то взаимоотношение, Макрон едет, Стармер, там все остальные,
Но на самом деле это два Запада уже, и довольно антагонистических. И по идейным ориентациям, по многим направлениям, сейчас трампийская Америка ближе к России, чем к А Европе. этой трампийской Америке невыгодно сейчас России столкнуться со вторым Западом? Пусть себе воюют. Можете выгодно, все равно мир другой. То есть теперь был один коллективный Запад, который был либеральным, глобалистским, атлантистским, натовским, который поставил перед собой задачу нанести нам стратегическое поражение. Когда это стратегическое поражение он нам не смог нанести, когда мы выстояли экономически, военным образом, политически, социально, психологически, речь зашла о применении ядерного оружия. И уже мы подошли к такой черте, что вот если бы, например, победила Камала Харрис в этих выборах, я думаю, что мы бы с вами обсуждали, наверное, уже не то, о чем мы говорим, а мы бы говорили просто, вот, можно ли выжить после ядерного удара, там, вот, какие растения вот на нашей планете там, после ядерного апокалипсиса расти. Или какое количество может все-таки выжить в этом? И не сойдет ли наша Земля с своей оси после использования стратегического ядерного вооружения? Вот это было бы более актуальная тема. Но Трамп, безусловно, сбросил эту скорость эскалации, по крайней мере, на нейтралку. Не значит, что он поехал сразу в обратном направлении, но это другой мир. Вот после Трампа мы живем в другом мире, где вероятность ядерной войны не снята полностью. Риски прямого вторжения, например, британских войск или немецких или французских на Украину, я считаю, что сохраняются эти риски. Они снизились, но они есть. Поэтому все открыто. Но, тем не менее, если мы вот уже сравним месяц назад, что было, и то, что есть сейчас, все эти риски существенно понижены. И вот это дает, конечно, шансы. Единственное, что за нас Трамп эту войну не выиграет, он нам победу не подарит. Он может попытаться ее остановить, но поскольку никогда, на мой взгляд, вот в данных условиях, сегодня, нам те условия, которые любезно предложит Трамп, нас не удовлетворяют заведомо, то мы не можем увидеть такой перспективы, что эта война закончится быстро и каким-то компромиссом. Об этом наш президент и министр много раз говорил, что не будет победы, ничего не будет. Просто перемирие. Вот интересный вопрос. Вот вы сказали, победа не может быть предметом сделки, свежая ваша цитата. А вместе с тем президент России Владимир Путин постоянно акцентирует на том, что он готов к мирным переговорам. Вы не считаете президента России слишком мягким? Нет, я думаю, что он прекрасный политик, он проводит совершенно справедливую линию. С Трампом сейчас надо взаимодействовать. Это совершенно новые люди. У них по многим параметрам взгляды напоминают наши, и в том числе и по геополитическим, не только по ценностным. И я думаю, просто Путин совершенно правильно проводит эту линию. Сейчас выдвигать наши настоящие цели преждевременно. Трамп совсем недавно пришел к власти. Украина его не интересует, это не его война. Это война, которую начали его враги. Он это прекрасно понимает, и поэтому он хочет ее только закончить. Но что закончить? Природа этой войны. Трамп в этом явно не успел разобраться, не имеет времени, желания, я думаю, разобраться. Поэтому он склонен к таким очень простым, упрощенным моделям. Давайте возьмем там все недра, например, себе украинские. А что взамен? А взамен ничего, мы уже вам все заплатили. Он действительно видит это как некоторый бизнес-проект. Он хочет точно закончить войну. Но недавно он сказал, что если мы не закончим быстро, то мы не закончим ее никогда. Я думаю, что никогда, скорее, чем быстро. То есть так, чтобы пойти на наши условия, Трамп сегодня не готов. Точно не готов. Даже, мне кажется, их еще толком не слышал. Сближения по ряду позиций между Россией и США, я думаю, будут. И по целому спектру. У нас не только Украина между нами находится. Есть еще целый ряд очень важных вопросов. Точно будет сближение между Путиным и Трампом. А вот украинская тема, вот с этим со мной никто не согласен. Она будет постепенно сдвигаться в отношениях между Россией и США. Как сдвигаться? Сдвигаться на второй план, на третий план. То есть мы будем продолжать выяснять, кто прав. Что выяснять отношения? Мир. Александр Ильич, про Украину. Сегодня многие украинцы ненавидят Россию и страшно разочарованы в Западе. Зеленский запустил кампанию по дискредитации Трампа. Это целенаправленная, большая, огромная кампания. Народный депутат из партии Зеленского посылает Трампа на
3 буквы. Его личный технолог называет Трампа ослом. На самом деле есть гораздо более жесткие формулировки, я просто не хочу сейчас это цитировать. И вот один украинский политик написал: «Через 3 года войны, пишет он, у меня ощущение, что война началась по сговору США и России». В Украине сейчас очень популярна шутка: «Земля России, ресурсы США, долги Европе, Украине слава». Что делать простому украинцу, которого все предали? Ну, вы знаете, вот я говорил уже, что у меня у своего есть внутренний украинец. И ему не позавидуешь в такой ситуации. Просто, ну, это же шах и мат. То есть вот все наоборот. То есть тебя купили на что-то, и вот то, что ты сейчас получаешь, в результате того, что ты поверил тому, кому ни в коем случае нельзя было верить, не поверил тому, который желал тебе добра и блага, и в результате ты сталкиваешься, как вот в сказках Пушкина, тоже запрещенного, по-моему, в Украине, вот как сказка о золотой рыбке, когда старуха требует себе больше, 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 и не умеет вовремя остановиться, и у нее все отбирают. То есть вот когда украинец получил свое, нежданно-негаданно, свою независимость в 91 году, вот тут бы остановиться, из каких все, вот держусь за это. Но вот как в этой сказке, там, давай еще в Европу, еще без виз, и еще русских повесим. Вот это не стоило делать. То есть есть какие-то вещи, где надо останавливаться. И сейчас это правило, что ли, это закономерно, что надо останавливаться в определенном месте. Это правило, оно полностью отброшено украинцами. То есть они сделали не один неправильный выбор. И я прекрасно это понимаю. Вот это очень по-украински. Сделавши один неправильный выбор, потом второй, потом продашь свои недра, потом потеряешь территориальную целостность, потом убьешь всех своих близких, скажешь, что это плохие русские, потом, оказывается, не русские, а американские, но мертвых не вернешь, земли проданы, страны не существует, а правитель оказался подонком, который просто ради своей славы, больным человеком глубоко, а ты его выбрал и поддерживал за него. Тебя вот-вот сейчас схватят и затолкают в ТЦК. И что же делать такому внутреннему украинцу? Я не знаю. Это правда больной вопрос. Если бы я... Понимаете, если бы у меня был... Смотрите, я сейчас отвечу. Если бы у меня не было бы другой главной, доминирующей великорусской части, я бы просто жестоко над ним поиздевался бы сейчас, над таким внутренним украинцем. Но я этого делать не могу, потому что это больно. Мне это больно самому. То есть, когда я вижу, что человек попал... Вы знаете, мне даже первый раз это было, при том, что я говорил, что у меня есть основания ненавидеть украинцев. Но когда поляки стали не пускать украинцев на своей границе, был такой период, когда «посгите отсюда вон просто все». Мне так их стало жалко, правда, врагов. Я даже не знаю, может быть, как-то... И сейчас мне просто украинцев жалко. А вот можно ли предположить теоретически, что вот, значит, русские и украинцы пойдут поляков бить вместе? Ну, чего поляков-то? Ну, мы уже с поляками так исторически как-то их побили. Ну ладно, просто в направлении Запада. Другого Запада. Теоретически вы можете это представить? Только не поляков. Вот, ни поляков, ни румын. Ну, поляков, вот они пока еще не вмешались. Я просто думаю, что у поляков есть основания нас ненавидеть, но нет возможности нам это доказать. И надо это тоже уважать, понимаете? Ну, вот как бы мы их расчленили, они же такие гордые, шляхта, там вообще, там, москали для них. И когда они в нашей империи пожили, я думаю, им до сих пор хватает вот этого тяжелого ощущения, как с ними обошлись. Не надо поляков. Просто лучше бы отловить глобалистов. Смотрите, мы вообще боремся не с народами, не с немцами, не с французами, не с англичанами, не с итальянцами, не с испанцами. Нам надо вместе строить империю. Вот этим бедным украинцам, которых действительно все обманули, и не раз, и продолжают обманывать. И вот самое страшное, что, зная про вот, что такое украинская психология, я понимаю, что завтра их обманут обязательно. Понимаете, ну не может так. Вот тебя раз обманули, 2 обманули, 3 обманули. И ты обязательно тебя обманут еще и завтра. И еще что-нибудь с тобой страшное сотворят, и скажут, что виноват вот там москаль или кто-то еще там, или поляки какие-то виноваты, которые просто здесь тоже ни при чем. То есть вот украинец, это тот, он недоверчив и предельно недоверчив, поэтому все его обманывают. То есть гораздо проще по доверчивому человеку. Он говорит, ну, как бы сказать, раз обманут, поверил, там, проверил, потом больше не веришь этому человеку. А если ты вообще никому не веришь, то ты все время настороже и все время оказываешься жертвой какого-то все нового, более изощренного мошенничества. Вот бедные украинцы недоверчивы, поэтому их всех обманывают.
И будут обманывать, увы. И будут они верить только обману. Поэтому я все, что скажу хорошее для украинцев, они скажут, это москали специально придумали, чтобы мне еще было хуже. Куда уж хуже, дорогие украинские братья и сестры. Куда уж хуже. Не понимаете, что вы сами выкопали себе яму, потом туда залезли, все устребили все, что можете, и продолжаете это еще, и говорить, что Трамп виноват. И не Трамп виноват, и не поляки виноваты, и сами на себя. Посмотрите, что вы делаете, кем вы себя представляете, во что вы себя превратили, короче говоря. Вот здесь, мне кажется, вот эта рефлексия, которая, может быть, украинец когда-то осенит. Вот что мы наделали? Вот что мы наделали? Кто этот человек, который кривлялся, прыгал, крутил какими-то безобразными частями тела, искусственными, естественными? Мы его привели на первое место. Он нам провалил страну, ничего не выиграл. Он продает наши недра и продолжает говорить, что он является легитимным. И сам себе запретил переговоры вести, перемирие победить не может, проиграть не хочет. Это что происходит? Вот задайтесь на себе вопрос. И кто в этом виноват? Вы обязательно скажете, не этот, не этот. А виноват вот этот маленький бедный украинец, которому головой, вместо того, чтобы думать головой, если она у него есть, он как-то предпочитает, он не доверяет, то ли себе, что ли, не доверяет, вот этот маленький украинец. Какой-то очень не такой уж он вот злой, он бедный. Мне вот кажется, что в этом есть что-то действительно очень грустное. Вот как можно предложить? Есть позывной «Волга», сдавайтесь, будем вместе. Мне же не поверят, понимаете? Лучше бы сдаваться и вместе строить великое государство. Но я это и говорил десятилетиями украинским патриотам. Давайте вместе создавать великую империю, свою. Тогда кто на эту империю нападет, с тем и будем сражаться. Но не с другом же. Все наоборот. Послушали всех, кроме того, что им говорил голос истины. Про это, кстати, я вспомнила, Хантингтон называл Украину разорванной страной и Россию называл разорванной страной, приводя, например, в пример Петра, который, фактически изменил культурный код, попытался изменить. Так вот, вы сегодня упомянули об этом, Александр Ангелович, что а как Украина могла хотеть с Россией, если Россия сама шла на Запад? Зачем Украине нужен был как будто бы второстепенный Запад, если можно было говорить с самим Западом? А вы как думаете? Вы сегодня тоже упоминали Достоевского, упоминали, склонность эту русского человека к рефлексии. А Россия точно определилась? А вы уверены в этом? Вы знаете, во-первых, я хочу сказать «mea culpa», что это наша вина, что мы стремились на Запад и создали абсолютно ложное представление о том, что такое мы сами для украинцев. Поэтому ответственность мы себя не снимаем. Nostra culpa, mea culpa. Это первое. Второе, тут тоже парадокс. Вот этот тупик, это заблуждение, это ловушка, это яма, куда рухнул украинский народ, стало триггером для того, чтобы мы осознали, что мы сами совершаем эту страшную ошибку. Но это жестоко. На самом деле мы не должны были до этого доводить. Мы должны были, как, собственно говоря, вписано в нашу историю, строить свое государство, цивилизацию, не доверять Западу, сделать опору на собственные силы. По большому счету построить справедливое, прозрачное общество, которое никуда не спешит, занимается своими собственными традиционными ценностями, ни на кого не нападает. И, конечно, Украина должна быть частью этого восточнославянского евразийского рая, который мы должны вместе аккуратно, дружелюбно и миролюбиво строить, а не стремиться любой ценой прорваться на Запад и спровоцировал тем самым украинцам подражать этому ложному пути. Но, конечно, дальше уже начались катастрофические последствия. Я согласен, но сейчас у нас другого выхода нет, кроме как выстраивать по-настоящему суверенное государство цивилизации, евразийское, восточнославянское, с опорой на традиционные ценности, на нашу духовную православную культуру, выполнять в мире функцию удерживающего, катехана. То есть мы сейчас волей-неволей поставлены в такую ситуацию, что у нас нет другого выхода, кроме как стать самими собой. Ведь мы говорили много сегодня об украинцах, но не менее долго и не менее, в общем, парадоксально и трагично, и достаточно грустно говорить и о наших ошибках. Ведь это, по большому счету, одно и то же. Вот когда я говорю, что это как часть нашего тела. Я не хочу сказать, что мы молодцы, а украинцы нет. Но мы вместе все, наш народ один, русский мир, попал в такие исторически сложные условия,
что нам очень больно, что нас вовлекло в какие-то тиски. Мы оказались под воздействием колоссальных тяжелых сил, и культурных, и идеологических, геополитических, экономических. Своя элита просто не годится никуда. Ни наша, ни ваша, там и говорит мне еще одна элита, по сути, делает все мусор на самом деле. И все, вот мы попали в капкан исторический. И мы выбрались, вот парадокс, в том, что вам стало хуже. Вот это плохо. Видя, что с вами случилось, вот и когда вы рухнули, мы просто увидели, что здесь пропасть, надо срочно идти в другом направлении. Ну, какой ценой? Я бы протянул руку украинцам, которые в эту пропасть рухнули, и сказал: слушай, вы нам открыли глаза на то, что происходит в мире, и насколько чудовищно этот либеральный и глобальный Запад, куда мы чуть было там не переселились. Так вот, давайте мы вот эту руку держите. Вот те украинцы, которые осознали, что их предали на Запад, ну, слава Богу просто, слава Богу, что Запад ими поступился, что он их просто уничтожил, он их использовал, он их унизил. То есть, конечно, они сейчас хотят всю вину взвалить там и на нас по-прежнему ненавидят, и теперь Трамп у них вина. Вы оказались жертвой этих исторических обстоятельств. Вот вам рука, хватайте ее, вместе будем строить великое государство. Вы свою руку готовы протянуть? Да. Как вы думаете, может ли все закончиться без прощения? И что нужно, чтобы мы простили друг друга? Нам надо вернуться к единому такому духовному пространству. Мы должны вернуться к православной церкви. Мы должны разрешить другим религиям, которые есть в наших странах, тоже внести в лепту в создание этого такого большого, великого мира. То есть нам нужен не перемирие, а мир, русский мир. И в этом русском мире каждый из нас найдет свое достойное место. И я думаю, что мы обязательно придем к точке, когда наша война сегодняшняя завершится братским прощением, духовным воскрешением единого нашего народа, когда он действительно это как возвращение блудного сына. Ведь помните, как в Евангелии старший сын, как он был возмущен, что Господь принимает того, кто был негодником, кто растратил все богатство, который вел себя безобразно, неэтично, не безнравственно, подло. И когда оказался в такой ситуации, он вернулся. И что ему Господь сказал? Говорит: ты со мной был, а этот умер, мой младший сын, и ты вернулся. Я думаю, что вот возвращение такого блудного сына, это евангельская притча, она ни в коем случае нельзя относиться к ней высокомерно. Действительно, Господь знает своих, и покаяние и возвращение к своей колыбели, к своему русскому ядру украинского народа может стать именно таким, по большому счету, пройдя все эти испытания. Дай Бог, я очень на это надеюсь, что, пройдя все эти испытания, украинский народ вернется к самому себе. И тогда наша великая держава, киевская, московская, петербургская, советская, монархическая, со множеством ядер из своих собственных культур и идентичностей, она действительно возродится. И Запад тогда, который хотел нас вот сейчас только что уничтожить, соблазнить, обмануть, отбросить от себя, он просто будет вынужден это признать. Мы не будем ему мстить. Мне кажется, мы не будем. Русские не мстительные люди. Но вот тут уже украинцы сами будут, я думаю, разберутся с теми, кто их в такую ситуацию поставил. Постепенно все прояснится. Все-таки я думаю, что у нас нет другого пути. Мы не можем же смотрите, а что альтернатива? Истребить русских – это невозможно. Истребить украинцев – это невозможно. Победить Россию – это невозможно. Уничтожить и подвергнуть экстерминации, переселить куда-то в никуда украинцев тоже невозможно. Мы все равно обречены. Нас география, история, судьба, язык, культура, религия не просто соседями, они сделали нас одним. И вот сейчас единство судьбы, оно спасительно. Я понимаю прекрасно, что это, наверное, не утешение, не аргумент и не план. Это просто истина. Учитывая ваше личное горе, Александр Гелич, вы готовы простить? Это трудно для меня. Понимаете, я не могу сказать однозначно. Знаете, я не хочу лукавить. Вот единственное, что меня совершенно не вдохновляет месть. Меня не вдохновляет месть. Я считаю, что вообще это гибель моей дочери, это было какое-то таинство. То есть
на моих глазах просто вот русская девушка стала святой. Просто святой. Это таинство. Больше, чем обида, чем боль, чем горе. И как вот мстить за это? То есть, конечно, я прекрасно понимаю, что его убил дьявол. И украинцы были его инструментами. Но принимали решения какие-то более глубокие, страшные инстанции, чем украинцы. Понятно, что и Ермак наверняка, и Буданов, и Малюк, Зеленский, они приложили к этому руку. Они там виновны, как и в других терактах, и в войне, и в крови, и в моем личном горе. Они лично принимали участие. И вот по поводу индивидов не знаю, но я не могу эту вину возложить на народ. Вот это нет, на народ нет. А отдельных людей, да. Самое главное на тех, кто это задумал. Ведь, смотрите, били-то по самому тонкому, по духу, по идее. И я даже не думаю, что сами украинцы так внимательно относятся к идее. Есть те силы, которые управляют Украиной извне, и для которых идеи имеют огромное значение. И для них, конечно, подавить мысль, запретить ее, взорвать ее, уничтожить, это для них это по-настоящему важно. Но так-то чего не изменило. Наоборот, знаете, сколько людей, вот сколько я встречал, наверное, 1000 людей пошли на фронт после гибели Даши. Просто это невероятное количество, сколько мне пишут. Эффект обратный, на самом деле, это стало нашим символом. Причем то, что она невинна, что не принимала участие ни в каких боевых действиях. Просто... И она очень любила, кстати, мы много говорили о наших украинских предках, очень любила украинцев. Даже когда жены Азова, из батальона Азов, приезжали в Европу, она говорит, я вот пытаюсь понять, как они себя сейчас чувствуют, потому что они ведь там верят в традиционные ценности, они верят в народ. Может быть, они ошибаются, но я хочу понять этих женщин, я хочу понять их горе. Представляете? И это, конечно, настолько несправедливо было, что есть люди, которые приняли участие в боевых действиях. Там мы тоже грустим о каждом нашем, переживаем, чтим память каждого нашего павшего. Но в отношении Даши просто вот не оправданность этой жертвы, не ее такая просто немыслимость, ее жестокость, она очень многих людей пробудила. Мне некоторые люди на довольно высоком уровне сказали, что это изменило. В том числе многие проекты, многие планы, и повлияло на людей, которые принимают самое главное решение. И не только в нашей стране. Поэтому, знаю, наверное, в этом есть какая-то страшная историческая мистерия. Но быть на стороне палачей, мне кажется, у Даши это просто само по себе вот как-то совершенно немыслимо. А есть те люди, которые до сих пор радуются этому, представляете? Если бы мы оказались в такой ситуации, может быть, положим, что-то аналогичное произошло с нашей стороны по отношению к врагам. Я думаю, мы постарались забыть и никак не подчеркивать это. Вот это тоже удивительная черта. Мне кажется, это что-то нечеловеческое есть в этом. Так. Это сложный вопрос. Это тоже таинство человеческой души, понимаете? Это не журналистика, не пропаганда. Это такое нравственное движение, о котором просто трудно говорить. Может быть, оно и о нем говорить и не стоит. Александр Евгеньевич, напоследок, если бы, может быть, всего несколько слов у вас сейчас была возможность сказать, точнее, она сейчас как раз есть, украинскому солдату и матери, которая потеряла сына в Украине, что бы вы им сказали? Я могу сказать, что вот совершенно это наше горе. Это наше горе. Ваше горе – это наше горе. Вы убиваете нас, убиваем вас. И, наверное, так и будем делать, но ничем хорошим это закончиться не может. Поэтому нам надо найти какой-то иной способ выхода из этого. У нас есть настоящий враг, и он общий для вас и для нас. Сколько времени, сколько еще потерь нам предстоит пережить, пока мы это полностью осознаем. И, увы, в большей степени это касается вас. Александр Гелич, я точно знаю, что это интервью посмотрит очень много людей в Украине, в России, в Беларуси.
Все, что я делаю для того, чтобы люди в Украине, России и Беларуси как можно скорее стали жить в мире. Так когда-то было, значит, так когда-то будет. Я думаю, что этот разговор — это один шаг на пути к этому. Спасибо большое. Спасибо вам. Благодарю вас.